Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые слитки. Вяжутся просто, выглядят красиво. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3. Слитки очень красивые, оригинальные, на ножке очень хорошо сидят. Прежде чем приступать к вязанию таких слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Изначально мы с вами будем вывязывать вот этот вот мысок. И этот мысок состоит у меня из 4 раппорта в высоту. Каждый раппорт состоит из 10 рядов. В данном видео я вяжу слитки на размер ножки 36-37. Вот эту вот заготовочку вяжите до тех пор, пока у вас она не будет закрывать полностью все пальчики и хорошо сидеть по мыску. Далее мы начинаем с вами вывязывать половину подошвы. После этого мы с вами вывязываем вот эту вот часть. Она идет вот такая вот цельная. И вот именно эта часть для любых размеров взрослых слитков будет разная. Получается, вывязываем ее до тех пор, пока у нас вот эта вот наша подошва не закроет полностью всю стопу в растянутом виде. То есть вы, когда вяжете вот эту вот часть, примеряете на свою ножку и в очень растянутом состоянии, когда вы увидите, что вот эта вот часть достигла того момента, когда закрывает полностью вашу стопу, вы заканчиваете вязать эту часть и приступаете к вывязыванию пяточки. После того, как мы свяжем с вами пяточку, конечно же, стопа не будет в таком растянутом состоянии, как мы будем ее мерить изначально. Но чтобы определить размер, мы вот эту вот стопу растягиваем максимально. И получается вот эта вот часть для каждых слитков, поэтому будет разная по длине. Чтобы вы немножко ориентировались, получается вот эта вот часть у меня 8 сантиметров. Мысочек по линии реглана 13 сантиметров. Данные слитки абсолютно бесшовные. Подошва цельно вязаная. Никаких швов в данных слитках нету. Если вам понравилась данная модель слитков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 13 петель. Набираю на 2 спицы, чтобы край мой был эластичен. Первый ряд провяжем установочный, первую петлю я снимаю и далее все петли вяжем изнаночными. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет вязаться изнаночной петлей. И далее приступаем к вязанию реглана. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжем 5 лицевых петель. Делаем накид. После накида вяжем 1 лицевую петлю. Далее обратно накид и в конце 5 лицевых. И последняя кромочная петля. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли я вяжу изнаночными. Вот у меня идет накид, мы его вяжем за длинную, вот переднюю стеночку, также изнаночной петлей. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу 5 лицевых петель. После 5 петель постоянно мы будем делать накид. Далее вяжу вот 3 центральные петли, была 1 центральная петля, а в этом третьем ряду уже 3. Первая, вторая и третья. Далее делаю накид, 5 лицевых и кромочная.
4-й изнаночный ряд. И получается, изнаночные ряды мы все вяжем одинаково. Все петли мы вяжем изнаночными. Накиды вяжем за длинную стеночку, чтобы у нас в реглане образовывались дырочки. И мы, получается, добавляем в каждом лицевом ряду по 2 петли. 5-й ряд. Первую кромочную я снимаю петлю. Далее вяжу 5 лицевых петель. Накид. Далее вяжем серединку. Уже получается не 3 в середине петли, а 5. 2, 3, 4, 5. Накид. И далее обратно 5 лицевых и кромочная. 6-й изнаночный ряд вяжете самостоятельно все петли изнаночные. Накиды за длинную стеночку также изнаночной петлей провязываете. Чтобы вам было легче ориентироваться, где нужно нам делать накиды, можно отметить по 5 петель маркерами. Приступаем, получается, к вязанию 7-го ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу 5 лицевых петель. Вешаю первый мой маркер. После маркера, получается, мы постоянно делаем накид. И далее вяжу 7 лицевых петель. Обратно делаем накид, маркер вешаем. И далее 5 лицевых и кромочная. Получается, мы для того, чтобы вам было проще ориентироваться, будем использовать 2 маркера. Получается, первый накид мы делаем после первого маркера, и второй накид мы делаем перед вторым маркером. Следующий, получается, 8-й изнаночный ряд вяжете самостоятельно. Все петли изнаночными, накиды за длинную стеночку вяжете. 9-й ряд. Первую петлю кромочную я снимаю. Далее вяжу 5 лицевых петель. Маркер первый перебрасываю. После первого маркера мы делаем накид. И до второго маркера мы вяжем все петли лицевыми. Перед вторым маркером мы обратно делаем накид. Второй маркер перебрасываем. Далее 5 лицевых. И кромочная. Следующий 10-й ряд вяжете самостоятельно, все петли изнаночными. Мы с вами провязали 10 рядов реглана. Если посмотреть на готовом слитке, вот эту вот ступеньку мы с вами уже связали. Далее будем вязать с таким же образом, только добавлять ниточку вот розового цвета с одной стороны и со второй стороны. А эту центральную часть мы будем вязать так же, как мы вязали эти 10 рядов. Получается, нам надо связать вот таких вот треугольничка, либо вот такую вот ступеньку. Первая, вторая, третья и четвертая. Получается, одна такая вот галочка, вторая, третья и четвертая. Далее нам, получается, понадобится 2 моточка розовым цветом. Если у вас один моток, тогда немножко отмотайте. Просто с одного мотка вам будет вязать неудобно. Вот у меня получается один моток, и я от него отмотала немножко. Я буду вязать одним мотком одну часть слитка, вторым мотком вторую часть слитка. Главное нам вывязать вот этот мысок. Далее будет вязаться все полегче. Беру первый мой моточек с ниточкой розового цвета. Прикладываю мою розовую ниточку к вязанию. Никаких узелочков я здесь не завязываю. Просто кончик спрячем по изнаночной стороне. Далее самостоятельно. И этой ниточкой я вяжу. Первая петля, так как у нас идет смена цвета, вяжется лицевой. Это у нас кромочная петля. И далее 5 лицевых петель.
Маркер пока что я сниму. Вот у меня получилось розовой ниткой провязано кромочная и 5 лицевых. Далее розовую ниточку я отложу и беру вот с изнаночной стороны нитку желтого цвета. Здесь вот у нас получится небольшая протяжка на 5 петель. Вот эту вот ниточку не затягивайте, делайте ее на уровень вашего вязания, чтобы она не болталась, но и не была сильно затянута. И далее вот вяжем этой ниточкой 5 петель. Мы вешаем первый наш маркер. После первого маркера мы постоянно делаем накид. 1 лицевая, накид. И сейчас нам нужно вот в это место поместить наш маркер. Я сняла маркер здесь, вот когда он был, и сразу после накида вешаю второй мой маркер. У нас получается эти 2 маркера сместились с каждой стороны на 5 петель. Далее вяжу желтой ниточкой 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Желтой ниткой мы все петли провязали, нить откладываем, берем второй моточек розовой ниточки, обратно никаких узелочков здесь не завязываем, просто прикладываем и вяжем 5 петель ниточкой розового цвета. Последняя петля кромочная. Вот таким вот образом у нас сейчас выглядит наше вязание. В серединке между маркером у нас сейчас 3 петли. Розовой ниткой с каждого края по 5 петель, не считая кромочной. И желтенькой ниткой с каждого края по 5 петель. Вот эти вот петли получаются с одной и со второй стороны. Мы будем на протяжении 10 рядов вязать неизменно, а именно петли вот между маркерами мы будем добавлять накидами. Получается, добавляем таким же образом, как мы вязали первые 10 рядов. До того момента, пока у нас между маркерами не получится 11 петель. Получается, мы с вами провязали вот первый ряд во второй детали реглана, переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Первая петля кромочная снимается не провязывая, далее вяжется розовой ниточкой 5 изнаночных петель. Здесь вот ниточки хорошенько подтягиваем. Кончики я спрячу по изнаночной стороне самостоятельно. Далее вот у меня идет розовая ниточка, я ее перекручу с желтой, чтобы у нас дырочек не образовывалось в вязании. Просто вот так вот перекрутили, хорошенько нитки натянули. И далее будем продолжать вязать ниткой желтого цвета. 5 изнаночных петель. Маркер перебрасываем, 3 изнаночные петли. Накиды также вяжутся изнаночными. Маркер перебрасываем, 5 изнаночных. Здесь вот перекрутим ниточку с розовой желтую. Желтую откладываем. И далее будем вязать ниточкой розового цвета. 5 лицевых и кромочная. Два ряда второго элемента реглана мы с вами провязали. Приступаем к третьему ряду. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу розовой ниточкой 5 петель. Здесь вот хорошо подтягиваете нитки, когда меняете на другой цвет. Далее розовую нитку с желтой перекручиваю, розовую оставляю и буду вязать ниткой желтого цвета. 5 лицевых, маркер. После первого маркера постоянно делаем накид. Далее вяжем до второго маркера все петли лицевыми. Перед вторым маркером также делаем накид. Второй маркер перебрасываем. 5 лицевых. Далее у нас петли идут розовой ниточкой. Я перекручиваю
розовую нитку с желтой. Желтую ниточку откладываю и буду вязать далее ниточкой розового цвета. 5 лицевых петель и кромочная. Вяжем 4-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу розовой ниточкой 5 изнаночных петель. Далее у нас идут петли желтого цвета. Я перекручу нитку желтую с розовой. Откладываю розовую нить. И далее вяжу 5 изнаночных петель ниткой желтого цвета. Маркер перебрасываю. До второго маркера также все петли изнаночные идут. Накиды также изнаночными. Маркер перебрасываю. После маркера еще должно быть 5 петель ниточкой желтого цвета. Желтые петли у нас закончились. Я перекручу ниточку желтую с розовой. Желтую ниточку я откладываю и продолжаю вязать 5 петель уже ниточкой розового цвета. Последняя петля кромочная. Мы вот провязали во втором вот таком вот треугольничке уже 4 ряда. И у нас уже с каждого края присоединилась ниточка розового цвета. Далее продолжайте вязать таким же образом еще 6 рядов. Получается, петли розовые с двух сторон остаются неизменными. Как 5 здесь петель есть розовых, так они и остаются. Петли добавляются, получается, в каждом лицевом ряду после первого маркера и перед вторым маркером. Все изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями. Не забываем, когда у нас меняются цвета, получается, с желтого на розовый перекручивать 2 ниточки. Далее, получается, я вяжу еще 6 рядов. У меня посерединке вот здесь вот будет 11 петель. А эти по бокам петли останутся так же, как и сейчас. Я вывязала 6 рядов самостоятельно. У нас сейчас уже провязано 10 в первом таком треугольничке рядов и 10 во втором треугольничке рядов. Вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание на данный момент. И на спице у вас должно быть 33 петли. Далее повторяем еще вот таких вот 2 раппорта в высоту. Только добавляем еще с каждого края по 5 петель. Если посмотреть с изнаночной стороны, у нас здесь только вот одна пока что протяжка. Приступаем к вязанию, получается уже 3-го раппорта в высоту. Будем повторять данные 10 рядов далее. Только у нас с каждого края добавится по 5 петель. Первую кромочную петлю я снимаю розовой ниточкой. Вот в 3-м раппорте в высоту мы вяжем розовой ниточкой уже не 5 петель, а 10. Первая, вторая, 3-я, 4-я. 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я. Маркер пока что я сниму. Далее беру ниточку с изнаночной стороны желтого цвета. Сильно вот эту вот протяжку не затягиваем. И сейчас вяжем ниточкой желтого цвета 5 лицевых петель. После того мы вешаем первый наш маркер. После первого маркера постоянно делаем накид. 1 лицевая и далее обратно накид. Второй маркер переносим вот в это место. Снимаем с этого места и переносим в это место на спицу. Перенесла второй мой маркер. Далее вяжу желтой ниточкой 5 петель лицевых. И далее нам осталось связать ниточкой розового цвета 10 петель и кромочная. Беру с изнаночной стороны ниточку розового цвета, перекручиваю ее с желтой. Вот эту вот протяжку
которая здесь образуется, также сильно не затягивайте, чтобы она была на уровень вашего вязания. И далее вяжу ниточкой розового цвета 10 лицевых петель и кромочная. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наше вязание. У нас вязание сместилось с каждого края на 5 петель. Вяжем второй ряд. Первая кромочная петля у меня снимается. Далее я вяжу розовой ниточкой 10 петель. Далее у меня идут на спице петли желтого цвета. Я розовую ниточку с желтой перекрестила, розовую оставляем, и теперь далее вяжем ниточкой желтого цвета. 5 изнаночных петель. Первый маркер, далее обратно все изнаночные до второго маркера, маркер, 5 изнаночных. И далее обратно перекрещиваю ниточку с розовой, желтую ниточку я оставляю и буду вязать оставшиеся петли ниточкой розового цвета. 10 изнаночных петель. И кромочная. Получается, мы с вами провязали 2 ряда в третьем раппорте в высоту. Далее вяжем самостоятельно еще 8 рядов. Получается, розовые петли и 5 петель до первого маркера желтым цветом мы вяжем неизменно на протяжении 8 рядов. Если розовые петли, значит их вяжем розовым цветом. Желтые, значит желтым. С этой стороны петли также мы вяжем неизменно. 10 розовых, 5 желтых. Добавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду сразу после первого маркера и перед вторым маркером на протяжении всех рядов в каждом лицевом ряду. Получается, 2 ряда мы с вами вывязали, еще надо связать 8 рядов. Изнаночные ряды вяжите все петли и накиды, в том числе изнаночными. Встретимся, когда вывяжете самостоятельно еще 8 рядов. И у вас вот здесь вот посередине между первым и вторым маркером получится 11 петель. Я довязала вот третий раппорт в высоту. У меня сейчас на спице 43 петли. Далее нам надо связать еще один раппорт в высоту. Получается 10 рядов. Только с каждого края у нас еще добавится по 5 петель розовым цветом. Получается, вяжем первый ряд 4-го раппорта в высоту. Первая кромочная петля снимается. И далее розовой ниточкой вяжем 15 петель. Либо можете ориентироваться все петли до первого маркера. Маркер пока что откладываем. Берем нитку желтого цвета с изнаночной стороны. У нас здесь вот такая протяжка получится. Сильно ее не затягиваем. И далее вяжем 5 петель ниточкой желтого цвета. После того, как провязали 5 петель, вешаем первый наш маркер. После первого маркера делаем накид. Далее 1 лицевая и накид. Далее нам нужно перенести второй наш маркер с этого места вот сразу после второго накида. Маркер перенесла. После второго маркера вяжем желтой ниточкой 5 лицевых петель. Далее с изнаночной стороны берем ниточку розового цвета, перекручиваем ее вот так вот с желтой, желтую ниточку откладываем. Здесь вот такая протяжка также из розовой ниточки будет образовываться, сильно вот эту нить не затягиваем. И далее вяжем все петли, это получается 15 петель розовой нитью. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной.
Вот таким вот образом у нас будет выглядеть четвертый наш раппорт реглана на высоту. Эти петли до первого маркера мы вяжем неизменно и после второго маркера. Петли, которые находятся между первым и вторым маркером, постоянно будем добавлять здесь петли. В каждом лицевом ряду мы добавляем одну петлю после первого маркера и одну петлю перед вторым маркером. Получается, далее вяжите еще 9 рядов самостоятельно. Следующий изнаночный ряд, получается второй по счету, у нас будут вязаться все петли изнаночными. Накиды также вяжутся изнаночными за длинную стеночку. Встретимся, когда свяжем вот в этом раппорте высоту 10 рядов. У нас образуется вот такая еще одна галочка. Я вывязала полностью мой мысок. Смотрите, ниточка, которая находится в начале вязания, мы ее оставляем, и этой нитью будем вывязывать подошву. Две оставшиеся нити, вот одна желтенькая и одна розовая, мы их обрезаем, они на данный момент уже нам не нужны. Данный мысок вы регулируете под свою ножку. Если померить в сантиметрах, по линии реглана данный мысок у меня вот 13 сантиметров. Вот эти вот боковые стороны вот 12 сантиметров с одной и со второй стороны. От начала до конца примерно 21 сантиметр. Также могу вот померить по контуру. Вот 23 сантиметра. Данную заготовочку уже можете примерить на свою ножку. Я взяла манекен. И вот смотрите, в растянутом состоянии, так как это у нас лицевая гладь, после стирки она еще у нас хорошо разровняется. Ваш мысочек, который мы вот с вами вывязали, должен закрывать полностью вот весь ваш мысок. И вот так вот он у вас будет выглядеть. Если вы вдруг померили данную заготовочку слитка и понимаете, что вам не хватает на вашу ножку, тогда можете таким же способом, повторяя с 1 по 10 ряд, провязать еще пару рядов. У вас получится вот первая ступенька, вторая, третья, четвертая. Дальше, если вам еще надо, добавляете к розовому цвету еще 5 петель с одной стороны и со второй стороны. И также будете вязать пятую ступеньку. Вот, ориентируйтесь по своей ножке. Не обязательно вывязывать полностью весь раппорт. Если вам хватит 2 или 4 ряда из раппорта, вяжите данные ряды. Главное, чтобы следок хорошо сел на вашу ножку. Далее будем вязать половину нашей подошвы. Подошва моя состоит из 11 как раз таки центральных петель, которые у нас отмечены маркером. Первую кромочную петлю я снимаю и далее до первого маркера вяжу все петли лицевыми одной ниточкой. Желтую ниточку мы уже обрезали. Довязали до первого маркера и выносим первую петлю подошвы за маркер. Получается, первую петлю подошвы провязываю, вешаю первый наш маркер и далее вяжу, получается, вторая петля подошвы, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Далее перенесу маркер и повешу сразу после вот моей провязанной 10-й петли подошвы. Маркер я перенесла, и теперь получается 11-ю петлю подошвы и следующую боковую 12-ю петлю мы в каждом лицевом ряду эти две петли провязываем одной изнаночной. Для этого вот я переверну эти две петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая, она у нас уже идет как кромочная. Далее маркер перебрасываю
и вяжу все петли до второго маркера изнаночными. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера нам нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей. Подхватываю 2 петли за правые верхние стеночки и провязываю одной лицевой петлей. Переворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее до второго маркера нам нужно провязать все петли лицевыми. Довязали до второго маркера, маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы 2 петли вяжем одной изнаночной. Переворачиваем вязание, первую петлю я снимаю, маркер, все петли до второго маркера изнаночными. Маркер перебрасываем. И сразу после второго маркера нам нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей. И так мы вяжем далее, до тех пор, пока вот эти вот все боковые петли у нас не убавятся. И на спице останутся 11 петель. 1 петля до маркера, 9 петель между маркерами и 1 петля после второго маркера. Всего 11 петель. Получается, в каждом лицевом ряду мы вяжем все петли лицевыми до второго маркера. После второго маркера 2 петли вместе одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду мы вяжем петли изнаночными. Сразу после второго маркера 2 петли вместе вяжем одной лицевой. Кончики, которые у нас остались, я сразу буду прятать по изнаночной стороне самостоятельно. Получается, я убавила все боковые петли, и у меня сейчас на спице осталось 11 петель, это все петли подошвы. Каждую часть вы мерите на свою ножку и ориентируетесь по размеру. Если разровнять вот хорошо, у вас примерно вот эта вот заготовочка должна закрыть половину вашей ноги. Половина подошвы и полностью весь мысок. Ниточку я обрезала, которой мы вязали подошву. Теперь я буду набирать с этого края 20 петель. Провяжу 11 петель подошвы и наберу с этого края 20 петель. У нас должно быть получиться на спице 31 петля. Далее я беру ниточку вот розового цвета и будем поднимать петли крючком по краю. Из каждой кромочной петли у нас должно получиться по одной поднятой петле. Первая, вторая, третья. Вводим крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываем рабочую нить и вынимаем петлю. Крючок вводим за 2 дужки кромочной петли, подхватываем нить и вынимаем петлю. Получается, таким образом мы вот по этому краю должны поднять 20 петель. Вот я подняла все 20 петель и сразу уже перенесла на мою основную спицу. Далее вот с этой спицы я 11 петель провяжу лицевыми петлями. Вот таким вот образом у нас сейчас выглядит наше вязание. С этой стороны подняли, петли подошвы мы провязали. И теперь таким же способом, как мы поднимали с первой нашей стороны, мы поднимаем со второй стороны также 20 петель. Вводим крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываем рабочую нить и получается 1 поднятая петля. Вводим крючок в следующую кромочную петлю, подхватываем рабочую нить и получается 2 петля. И так мы поднимаем 20 петель. Я подняла, получается, все петли. С одной стороны 20 петель, подошва, и со второй стороны 20 петель.
И теперь будем вязать, получается, вот это вот полотно поворотными рядами. 6 рядов получается ниточкой розового цвета, 4 ряда ниткой желтого цвета, 6 розового, 4 желтого и 6 розового. Но вот это вот расстояние каждый вяжет под свой размер ножки. Получается, если вот надеть уже нашу заготовочку на манекен, когда мы вывяжем вот это вот расстояние в очень растянутом виде, наша подошва закрывала полностью всю стопу. Получается, первый ряд мы с вами провязали, когда набирали петли. Сейчас у нас идет изнаночный ряд. Получается, так как у нас идет лицевая гладь, в лицевом ряду мы вяжем все петли лицевыми, в изнаночном ряду все петли изнаночными. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее вот я все петли вяжу изнаночными за правую стеночку. Если вы вяжете на круговых спицах так же, как и я, и в некоторых местах вам неудобно, делайте вот такую вот петельку, и можно вязать далее. И таким образом вы вяжете полностью до конца все петли изнаночными. Получается, мы с вами вывязали 2 ряда вот таким вот образом. А всего нам надо вывязать 6 рядов. Получается, 3-й ряд вяжем все петли лицевыми, 4-й все петли изнаночными, далее 5-й все петли лицевые и 6-й ряд все петли изнаночными. Встретимся, когда провяжем самостоятельно еще 4 ряда. 6 рядов розовой нитью я провязала. Теперь присоединяю нить желтого цвета и буду провязывать 4 ряда нитью желтого цвета. Прикладываю желтую нить, никакие узелочки не завязываю, потом просто ее спрячем по изнаночной стороне. И далее вяжем, получается, первая петля лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее все петли лицевыми. Последняя петля кромочная. Итак, вы, получается, вяжете 4 ряда. 1 лицевой, получается, все петли лицевые, 2 изнаночный, все петли изнаночные, 3 лицевой, все петли лицевые, 4 ряд изнаночный, все петли изнаночные. Смотрите, я пока что провязала только 2 ряда ниточкой желтого цвета. Чтобы больших протяжек не образовывалось, я перекручу ниточку желтой с розовой, и у меня розовая нить поднялась на пару рядов. И далее продолжаю вязать еще 2 ряда ниточкой желтого цвета. Получается, первая петля кромочная и далее все петли лицевыми. Благодаря тому, что мы вот с вами перекручиваем эти нити, у нас не будет образовываться сильно больших протяжек, а просто такая косичка по краю. Далее довязываете еще 2 ряда ниточкой желтого цвета. Я провязала 4 ряда, получается, ниточкой желтого цвета. Теперь обратно берем ниточку розового цвета и будем теперь еще 6 рядов вязать нитью розового цвета. Первая петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя петля кромочная. Таким образом, ниткой розового цвета я провяжу 6 рядов. В лицевых рядах петли вяжем лицевыми, в изнаночных рядах изнаночными. Получается, перед каждым лицевым рядом перекручивайте ниточку розовую с желтой, и у вас не будет образовываться сильно больших протяжек. Встретимся, когда вывяжем розовую полосу из 6 рядов. Я провязала 6 рядов ниточкой розового цвета.
Смотрите, вот этот вот край у меня получился без больших каких-либо протяжек. Благодаря тому, что я перекручивала ниточку в каждом лицевом ряду. Рабочую с предыдущей ниточкой. У меня вот две нити практически находятся на одном уровне. Получается, мы с вами вывязали розовую, желтую и розовую полосу. Я еще 4 ряда свяжу желтой ниткой и 6 рядов свяжу розовой ниткой. Вы вяжете именно вот эту вот часть литка, пока вот ваша подошва в очень растянутом состоянии полностью не закроет вашу стопу. Если, допустим, вам этих рядов много, тогда вяжите меньше. Если вам будет недостаточно этих рядов, тогда можете связать больше, добавить еще желтую полосу. Получается, я на мой размер ножки 36-37 лицевой гладью провяжу 26 рядов. Для моего размера это достаточно, с моей плотностью вязания. Получается, встретимся, когда вывяжем в моем случае желтую и розовую полосу. Желтую 4 ряда, розовую 6 рядов. Я вывязала мое полотно. Если померить в сантиметрах, примерно это получается вот 8 сантиметров. Если померить данную заготовочку на следок, вот смотрите, наша подошва. Если вот в очень растянутом состоянии, она полностью закрывает нашу стопу. Вот смотрите. Хорошо натягиваете на стопу вашу заготовку, потому что когда свяжется еще пяточка, примерно даст пару сантиметров к стопе, и вот именно вот в таком состоянии она, конечно же, не будет. И после того, как я убедилась, что моя подошва полностью закрывает стопу, я начинаю вывязывать пяточку. Желтую ниточку я уже обрезала, она мне не нужна, осталась только ниточка розового цвета. Далее я на пяточку отдаю так же, как и на подошву, 11 петель. Приступаем к вязанию пяточки. Первая кромочная петля снимается, и далее вяжем 19 петель, все петли лицевыми. Если вместе с кромочной, это получается 20 петель. Далее у меня идут 11 петель, это петли подошвы, получается. Провязываю первую петлю подошвы. Далее вешаю первый наш маркер, возвращаю их в работу. И далее вяжем 9 лицевых петель. Далее обратно вешаю маркер. Получается 1 петля до маркера, это петля первая подошвы. 9 петель между первым и вторым маркером. Получается уже 10 петель. И вот эту 11-ю последнюю петлю вместе с 12-й, так же как мы вязали подошву, мы вяжем 2 вместе одной изнаночной петлей, так как это у нас лицевая сторона. Я перевернула 2 петли, чтобы правые стеночки у меня лежали сверху, и провязываю их одной изнаночной. Переворачиваю вязание, первую петлю снимаю, не провязывая, далее маркер. До второго маркера вяжем все петли изнаночные. Второй маркер перебрасываем, и после второго маркера, так как это у нас изнаночная наша сторона, вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Переворачиваю вязание, ниточка рабочая находится у нас перед работой, первую петлю я снимаю, не провязывая, далее перебрасываю первый маркер, и до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Переворачиваю вязание, первую петлю я снимаю, маркер, и далее до второго маркера я вяжу все петли изнаночными. Перебрасываю второй маркер, и далее 2 петли вместе вяжу одной лицевой, так как это у нас изнаночная сторона.
И далее вяжите самостоятельно. Получается, в лицевом ряду первую петлю снимаем, дальше все петли лицевые до второго маркера, маркер перебрасываем и после второго маркера вяжем 2 петли вместе, 1 изнаночной. В каждом изнаночном ряду первая кромочная, далее все изнаночные петли до второго маркера и после второго маркера вяжем 2 петли вместе, 1 лицевой, так как это у нас изнаночная сторона. Итак, мы вяжем, убавляя боковые петли, пока у нас на спице с каждого края не останется по 4 петли. С этой стороны 4 петли должно остаться и с этой стороны 4 петли должно остаться. Плюс эти 11 петель, это петли пяточки. Я убавила все боковые петли, пока у нас не осталось 11 петель и по бокам по 4 петли. И далее смотрите, каким образом мы будем с вами убавлять петли. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее перебрасываю первый мой маркер. И вяжу до второго маркера все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И теперь будем вместе вязать не 2 петли, а 3. Получается 3 петли вместе, 1 изнаночной. Переворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю. Маркер. И до второго маркера я вяжу все петли изнаночными. Перебрасываю второй маркер. И с изнаночной стороны мы вяжем 3 петли вместе, 1 лицевой. Переворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю. Маркер. Далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Маркер второй перебрасываю, и оставшиеся 3 петли на спице я провязываю 1 изнаночной. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Маркеры нам больше не нужны, мы их снимаем. И далее вяжем до второго маркера все петли изнаночные. Маркер снимаем, и оставшиеся 3 петли мы вяжем 1 лицевой. Если вам неудобно провязывать 3 петли вместе, можно воспользоваться крючком. Я провязала всю пяточку, теперь нам надо закрыть петли. Первую петлю я снимаю, вторую петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую. Одну петлю провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все петли. Только смотрите, сильно туго не закрывайте, чтобы край пяточки был эластичен. После того, как мы с вами закрыли все петли, у нас осталась вот одна открытая петля, я обрезаю ниточку и просто продеваю эту ниточку в петлю. И затягиваю. Далее мы эту нить спрячем по изнаночной стороне. По сути, следок наш готов. Но я еще сделаю обвязку, чтобы край наш был ровненький и очень аккуратный. Для обвязки я беру крючок примерно 3-3,5 мм и ниточку желтого цвета. Я буду начинать с одного конца пяточки и буду вязать до второго конца пяточки. Вот эту вот саму пяточку я не буду обвязывать. Вы смотрите, как вам больше нравится. Получается, я обвязываю только вот это. Беру желтую нить и делаю петлю. И далее ввожу крючок в каждую кромочную петлю за 2 дужки. Подхватываю рабочую нить, и вот получается у меня 2 петли на крючке. И теперь эти 2 петли просто соединяем. Ввожу крючок, кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую нить и эти 2 петли соединяю. И таким образом я обвязываю мой следочек. Обвяжем
до нашего мыска самостоятельно далее. У нас осталась одна петля до желтенького нашего мыска. Ввожу крючок в эту петлю. Получается вот вторая петля на крючке. И сразу же ввожу крючок в первую петлю мыска. У меня на крючке 3 петли. И эти 3 петли просто соединяем. Так мы делаем, где соединяется мысок и вот эта вот боковая часть. Далее обвязываю мысок, как мы обвязывали ранее, до вот этих вот дырочек. Я дошла до вот этой вот первой дырочки, которая находится в узоре. Ввожу крючок в эту большую дырочку, делаю 1 столбик без накида. В эту же дырочку 2 столбик без накида. И в эту же дырочку 3 столбик без накида. И получается, из одной петли мы вывязали 3 столбика без накида. Далее у нас идет обратно вот дырочка, и таким же образом. Первый вот столбик без накида. Второй столбик без накида из этой же дырочки. И третий. Далее вяжем по одному столбику без накида из каждой кромочной петли. Получается, на стыке розовой и желтой части делаем так же, как мы делали вот здесь. Вот вводим крючок в одну петлю кромочную, получается, на крючке уже 2 петли, и в одну розовую 3 петли. И теперь эти петли соединяем. И далее довязываете вот эту часть, так же, как мы вязали ранее. Из каждой кромочной петли у нас вывязывается столбик без накида. И так вы вяжете до начала пяточки. Вот я, получается, связала всю обвязку, дошла до начала пяточки. Далее делаем воздушную петлю, ниточку обрезаем и вытягиваем. Затягиваем хорошенько. Далее край разровняйте, чтобы не стягивало ничего. Теперь прячем по изнаночной стороне вот эти кончики. Ну вот, мы с вами разобрались, как связать такие замечательные слитки. После того, как мы спрятали все кончики, вот такой шикарный результат у нас с вами получился. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.